Всем привет, меня зовут Спарк, и я рад приветствовать вас на своем канале. Я продолжаю проходить такую игру, как Mass Effect. Итак, в прошлой серии мы все-таки разоблачили Сарана. Его сняли, с него сняли звание Спектра, а нам его дали. И вот теперь вот капитан Джон Шепард на борту своей Нормандии. Так, теперь перемещаемся на карту галактики. В общем, на чем мы, собственно говоря, порешили? От Цитадель мы уже отшвартовались, и вот она, карта галактики. Вот он. Наша галактика, наш Млечный Путь. Собственно говоря, мы договорились, что отправимся сразу на Тау Артемиды. Вот с Тау Артемиды есть такая фишка. У нее вот этих вот... как это сказать, там подгалактик, или как это можно назвать, там звездных систем, целых 4 штуки, притом в каждой еще по несколько планет. То есть, когда я в первый раз проходил игру, я с самого начала решил сразу посмотреть, где находится Лиара, чтобы вот не бегать ее тут, не искать. Я тем более не буду делать этого сейчас. Я уже знаю, где находится Лиара, поэтому мы отправляемся в систему КНОС. Мы вот только сейчас отшвартовываемся из цитадели. В общем, сначала мы отправляемся за Лиарой, чтобы взять ее к себе в команду. Так, как обычно, через ретрансляторы. Вот. Вот она, эта система КНОС. И тут дофига планет, вот Армении, Фест, тут всякое такое. Но нам нужна вот эта планета. Планета Терру. Ну вот именно тут-то она и находится. Столица Новый Екатеринбург. Господи, разработчики. Они даже не старались придумать название для столиц. Взяли наши российские города и впихнули их туда. Так, я не знаю, как эта проблема решается, я ее как-то решать не хочу. Так, берем, наверное, кого? Нужен... Там, в принципе, нужна вот чисто боевка, поэтому я беру Эш и наверное, Гарс. Потому что там-то не особо понадобятся какие-то там навыки, больше вот именно понадобится боевка. Ну а мы тем временем с большой высоты спустились на нашем М-35, более известном как Мако. Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Так, ну эта миссия не такая затяжная, как предыдущие. Я это знаю точно, то есть тут все пройдет довольно-таки быстро, минут за 30, может быть за 40. То есть не за 50 и уж тем более не за час. Господи, тут дороги прям как в России. Если вы понимаете, о чем я. Ну и эта машина такая подвеска, что и никакие дороги вообще не страшны. Так, в общем, вот она карта. Нам нужно вот так вот сейчас все это дело обогнуть. Двигаться и, в общем, пройти туда, и там дальше уже будет видно. Так, в общем, тут гетов тоже дофига. Надо будет с ними со всеми сейчас расправиться. Летает. А вот их местный корабль. Ой-ой-ой. Так. Самое главное, маневрируйте. Да что ж такое? Не стреляйте на возвышение. Или как-то едете, потому что у вас тогда стопудово будет промах.
Воу. А, ну вот, да. Русификатор не полный. Некоторые реплики не переведены. Ну ладно, фиг с ним. В общем, я сам тут, в принципе, и так неплохо шпрах из English. Она сказала, что типа тут не пройдем, надо было вход двинуть. Но это не страшно бывает. Тут сейчас на просторах сети найти нормальную версию Mass Effect не представляется вообще возможным. Как-то со второй, с третьей частью в этом плане попроще. Там уже они локализованы, и пропачены, с дополнениями со всеми есть, поэтому... Тихо. О. Так. Так, теперь нам нужно... Куда нам нужно? А, вот сюда. Надо ворота открыть. Так. Почему без шлемов ходим? Так, ну Гарусу шлем одевать не будем, иначе его рожу вообще закроют. А вот этим двоим надень. Все-таки как-никак солдаты, поэтому... Так. Тут ничего вообще. Отлично. А где тут пульт управления? Вот он. Хорошо. Так, возвращаемся к Маку. Да, я понял, спасибо. Я помню, как управлять им. Так, одну минуту. Вот так. Сделаем сохранение. Ай-яй. Чуть не попал. Да что ж такое, как ты мог промазать? Ай! Тихо, тихо, тихо. Да, у этого транспорта очень чувствительная поворачиваемость. Если он может вот так тупо стоять, нажимаете клавишу влево, вот он влево и кружит правыми колесами. Ракетчики. Так, давайте... А, или нет. Давайте постреляем. Ой-ой-ой, колосс. С колосса надо будет поаккуратнее. Это тот еще фрукт. Так, у нас новый уровень. Давайте обаяние допрокачаем. Собственно, и еще один распределим. А, вот это устрашение не обращайте внимания. Это не я его прокачал, это оно прокачивается само уж. Потому что мы стали спектром. Вот. О, тут обучение спектров есть, кстати. Слушайте, а давайте-ка, если у нас не будет очков на обаяние, я буду прокачивать вот это обучение спектров. Клевая, кстати, вещь тут вот.
способности дают, увеличивают урон, здоровье, точность и тому подобное. Вот это клево, кстати. Можно покачнуть. Неплохо так качнуть. Так вот, мы дошли вот до сюда. Сейчас. Еще не весь путь проделан. Так, дать. И давай туда. Так, двигаемся дальше. Снова сохранимся. Вот так вот. Молниеносно. Так, в общем, вот мы тут вышли. И теперь нам нужно вот сюда, на протеанские руины. Однако, на Мако мы уже туда не рванем. Мы пойдем туда пешочком. Ой, ой. Ракетчиков полите в первую очередь. Они мощные ребята, конечно. Так, заглянем в инвентарь. Что у меня там с винтовками? Есть Мститель 2. И надо бы его еще и прокачать. Так. Да, сделаем отдачегаситель. И... О, патроны молот. Вот это будет клево. Это будет клево. Так. Дрободан и так. Мощняцкий. Так. Пистолет неплохой. Ну, винтовку еще можно сменить. Так, ну гранатомет понятно. Броня нет. Все. Идем дальше. Так, а вот они... А, нет, еще это не то, это не рубим. Пока не рубим. О, хорошо. Ай-яй, ой-ой-ой. Так. Опа. Так. Где мой снайперский винтовка? Так. Так, вот там где-то наверху ракетчик. Ой. Ходим. Так. Опс. Аккуратненько. Ну вот так. Вот, хорошо. Так, разобрались. Ой, тихо-тихо-тихо. Кто еще остался? А, так, думаю, там наверху, да. Вот так вот. Все отлично. Так, двигаемся дальше.
А, вот они, британские руины. Вот тут сейчас лучше, конечно, сохраниться, потому что сейчас тут будет настоящая жара. Вот сейчас тут будет сложно. Очень сложно. Я даже по этому случаю, наверное, дробовик достану. И надо бы мне его так или иначе прокачать. Чтобы... Так, больше урона было. И патроны молота ему добавлю. Ох, вот эти геты меня, конечно, бесят. С которые вот постоянно влазят. А эти человеки-пауки. Да, в общем, нам тут дают колосса противника. Его завалить будет сложно, но мы попробуем. Да. Тихо. А, это не этот, это шагающий танк, гет. Тихо. Оп. Хорошо. Тихо. Так. Учет пока от моих ребят толку никакого. Но мы хоть справляемся с гетами. Довольно-таки неплохо. Ай, ой, вы жжет ли вы прям? Так, Гарус еще живой. Так. Так, я не могу их восстановить. Ужас, кошмар, я в одиночку. Ну. Ай-яй-яй. Вот и нарвался. С последнего сохранения. Ай, надо было уворачиваться, конечно. И попробуем все-таки с винтовкой пока. Так, это не пропускается, уж извините. Что-то у меня пропустить это не получается. Так что придется смотреть. Так, быстренько занимаем укрытие. Вот тут вот. И сразу на левую сторону, чтобы его... Оп. Ненавижу этих охотников. Все, вот мы и без нашей группы поддержки. Так, лишний раз не вырываемся. Тихо. Оп, ныкаемся. Хорошо. Ай. Ныкаемся. Хорошо. Есть. Ух. Остался последний гет. Все. Ну ты штурмовик, конечно. Так, чё разлеглись-то? Подъем, бойцы. Ну чё? Команды спать не было. Ха-ха. Так, ну все, с самой сложной частью этого задания разобрались, слава богу. Не с первого раза.
Но ничего страшного. Все, теперь заходим в руины. Ну и автосейв. Так, ну что, вот теперь будем искать Лиару. Ай-яй-яй-яй-яй. О, как я ненавижу этих графичек. Кто бы знал. Так, все, спустились. Тут ничего особо нет. Течку откроем. Пополним по нацеле. Ой-ой-ой. Налетели-то прям, налетели. О! Снова качнули. Ну, да, вот так вот у Советского Союза учились на века-то строить, да? Опять же, если понимаете, о чем я. Так, ну что, качаем обучение спектров, чтобы нам и здоровье увеличили, и урон. Это нам пригодится в будущем. И мы спускаемся все ниже, ниже и ниже. Оу. Ха-ха. Так, а это как бы лифтера вызвать не получится, не? Блин. Ну вот и она. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Но она все-таки милая. Это Лиара, что не говори, она милая. Are you okay? What happened to you? Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? We just need to figure some way past this energy field. It's a Prothean barrier curtain. I knew it would keep me safe from the Geth. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. We just need to figure some way past this energy field. It's a Prothean barrier. А, понятно, понятно. When I turned it on, I must have Ты hit something I повторяешься. wasn't supposed to. We'll find some way to help you. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Ну окей. Ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Выкрутимся. Можно было бы, конечно, и с Лиарой замутить, но... Не знаю. Как бы это сказать... С Лиарой любовь будет немножко не такая, как обычно. Ну, например, с
с людьми там или, ну, то есть у них любовь будет несколько так более духовная, что ли, ну, примерно они будут там связываться с какими-то сознаниями. Теперь все. Отлично. Так, ну эта игра простая. То есть опять же, в какую сторону повернешь. А, так. Нет. А, вечно я их буду вверх-вниз. А. Вверх-вниз. А. А так вот. Вот мы проделали дыру. Так, поднимаемся выше. Оп. Привет, Лиара. Oh, how did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. We have to get you out of here before more Geth arrive. Yes, you're right. I've seen enough of them to last a lifetime. That button should shut down my containment field. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! Ну, пошли. Чё? I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. Think fast, Miss Prothean expert. The conduit, but I don't know. What the hell was that? Чё, These землетрясение, ruins чё? are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. Gonna be close, Skipper. Да ладно, кто не рискует, как говорится. Но это еще не все. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants. Kill him. Spare the Asari if you can. If not, doesn't matter. Так, ныкаемся и можно даже сразу качнуться. Во, вот это мне единственное, кстати, понадобится. Вот оно мне было нужно как раз тогда еще. Чтобы восстанавливать подвижку членов отряда. Это будет, кстати, отлично. Оу, воу, воу. Что произошло? Что это было? Где ты там? Что там, не чеканул-то, что ли? А, ну чеканулся. Просто трогали.
посмотришь? А, нет еще. На теперь точно все, да. А теперь ночь. Отлично выбрались. Вот первое задание выполнили. Это хорошо. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes? Joker pulled our asses out of there. I think he's earned the right to a few bad jokes. Это точно. I see. It must Так, be ну а a сейчас у нас human будут thing. опять I диалоги, don't have a lot диалоги, of experience диалоги. dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. How old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours. But among the Asari, I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. I've got my own theory on why the Protheans disappeared. With all due respect, Commander, I have heard every theory out there. The problem is finding evidence to support them. The Protheans left remarkably little behind. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. If the Protheans weren't the first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime.
The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. Okay, this isn't helping us find Saren or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate? Or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? We can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Да свяжи, конечно, сразу и доложимся им. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Отчитываться же надо. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is... I assume you're taking the necessary security precautions. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Не боитесь, все будет пучком. Так, ну что, вот мы закончили с Артемиды. Выполнили первое задание. Теперь, как обычно, спускаемся вниз. Болтать сошли. Где ты, Эшли? Вот ты где. Commander, you have a minute to talk? I keep an Естественно. open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. You've got a pessimistic view of the universe, Williams. A pessimist is what an optimist calls a realist. Look, Я ничего не fighting a понял bear, сейчас. the only way for you to survive is to sick your dog on it and run. You'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. А по-моему, есть Members of their расизм. species will always be more important to them than humans are. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth-centrists as our own. Угу.
Ну, это я не буду спрашивать, мне это не интересно. All right. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. I don't think kissing Turians will be necessary. You never know, Commander. What's your opinion on the last mission? Not sure I'd buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I think she's being straight with us. Or at least, I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, sir. Ну, клево. Поболтали, и хорошо. Ну, тут со всеми общаться не обязательно. Скажем так, это вам не вторая, не третья часть. Вот, но во второй, в третьей части в этом плане будет попроще. Там будет девушка красивая, которая будет говорить о том, что типа с нами кто-то хочет потрындеть. Типа, дело важное. Но это в основном будет касаться заданий на лояльность. Но это будет позже, когда уже начнем проходить вторую часть. Так, ну что. Давайте взглянем на карту галактики. Я думаю, давайте-ка мы сразу отправимся туда, куда нам нужно. И на этом серию завершим. То есть, чтобы не это... Так, наверие. Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium. Так, наверие. Сейчас мы перемещаемся вот туда. Нам это понадобится. Планета, она, как видите, вся ледяная. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking. Напряглись, ребята, напряглись. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will... Ой, какие вы недоверчивые прямо. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. О, я бы там точно не хотел бы проводить свой отпуск. Ну, в общем, прилетели. И давайте на этом серию завершим. Увидимся с вами уже в следующей серии. В следующей серии, наверное, пройдем. И будем молиться, чтобы следующая серия не была последней. Потому что наверие может багануть просто. И тогда все. И тогда прохождение закончится. Уже проходить там игру с тем багом не получится никак. Так что спасибо за просмотр и увидимся. С вами был Спарк и до новых встреч.